Кавказ – это уникальное место, где живет около 50 народов. Многие из них живут на этих землях более 3000 лет, другие пришли в результате завоеваний или миграций. Цель этого проекта – показать историю, культуру и обычаи кавказских народов из глубокой древности и до наших дней. В этом выпуске вы узнаете, насколько влиятельны армяне на самом деле, являются ли они кавказцами и как получилось, что от некогда великой цивилизации остались только воспоминания. Не забывайте подписываться на канал, чтобы увидеть новые выпуски. Под видео вы найдете ссылку на Instagram, где вы можете участвовать в голосовании о судьбе канала, получать новости, а также пополнять знания любопытными фактами каждый день. А мы начинаем. Какую ассоциацию у вас вызывает нынешняя Армения? Сейчас это небольшое государство, зажатое между двух ненавистных ему оппонентов, где живет всего несколько миллионов и стабильно показывающее убыль населения последние 25 лет. Но так было не всегда. Племена, повлиявшие на возникновение единого армянского этноса, населяли всю Восточную Анатолию и упоминаются еще несколько тысячелетий назад. Хотя в научном сообществе еще ведутся дискуссии по многим моментам этногенеза армян, считается, что уже в 15 веке до нашей эры существовало государство с названием Хаяса, позже завоеванное хеттами. Дело в том, что Хаяса очень созвучно с самоназванием Хай, и если удастся научно доказать эту связь, то армян можно будет считать одним из древнейших народов из ныне живущих. Но на данный момент эта гипотеза об автохтонности не находит отклика у научного сообщества, выдвигающего идею о близости армянского и греческого этносов. Это так называемая миграционная гипотеза. Основанием для нее является миграция армянских племен из Малой Азии на восток. К моменту македонских завоеваний заканчивается создание единой нации, и Армения становится независимой державой ахеменидов, что является большим достижением, учитывая местоположение этого народа. Ведь эти земли постоянно находились на стечении западных и восточных цивилизаций и без конца испытывали на себе экспансию более могущественных соседей. После каждого захвата и оккупации Армения с новыми силами восстанавливалась как феникс. Так же случилось и после захвата селевкидами в 220 году до нашей эры. Но буквально спустя полвека поднимается восстание и создается царство, известное нам как Большая или Великая Армения, ознаменовавшее собой пик достижений и максимальную экспансию армянской цивилизации. В годы правления Тиграна Великого заключается военно-политический союз с Понтийским царством, что позволяет вести совместное завоевание в Малой Азии, но вместе с тем и вовлекает в войну с Римом. Тигран относится слишком легкомысленно к завоевателям и даже не готовится к нападению, а увидев, что римское войско меньше его собственного почти в 10 раз, даже подшучивает над ним. Это была большая ошибка, и цена ее – полное уничтожение его армии, падение столицы и упадок всего государства. Армения не исчезает, но становится зависимой от влиятельных соседей, отказываясь от многих своих областей. В последующее столетие римляне и сасаниды окончательно поделили эти земли между собой. Но в конце IX века почти на 200 лет восстанавливается независимая Армения, после чего окончательно входит в состав Византии. Следующая независимость появится только спустя 870 лет, в начале XX века. Но нельзя не упомянуть, что помимо самой Армении существовало еще одно армянское государство в Малой Азии с XI по XV века и называлась Киликия. Основным его населением стали люди, убегавшие от нашествия сельджуков. Удивительно, как, лишившись государства на своей земле, армяне смогли его создать на чужбине. Думаю, что под этим видео я увижу удивление многих из вас, не понимающих, какое вообще отношение имеют армяне к Кавказу. Потому давайте попытаемся ответить на это изначально. Ни генетически, ни географически они действительно никогда не имели ничего общего с Кавказом. Объясняю. Армяне относятся к индоевропейской языковой семье, то есть они ближе даже славянам, чем исконно кавказским этносам.
Местоположение армянского этногенеза тоже находилось не на Кавказе, а на Армянском Нагорье. Большинство их исторических земель находится в Восточной Анатолии. Но тогда почему я включил их в список выпусков о Кавказе? Потому что после того, как кочевые племена сельджуков вытеснили их со своих земель, началось массовое выселение армян на Ближний Восток и Кавказ. Сейчас на Кубани живет около 1 миллиона армян, в Грузии еще 200 тысяч. Многие из них участвовали в событиях на Кавказе, и хотя большинству ближе обычаи и устои Малой Азии, значительная часть из них уже ощущает себя кавказцами. На данный момент существует 17 основных типов письменности. Одним из них является армянское письмо. Алфавит был создан еще в начале V века ученым и священником Маштоцем и является уникальным по своей сути. Армения стала первым государством, где христианство получило официальный статус еще в начале IV века. Но так как большинство армянских земель находилось в составе османского государства, появились два необычных явления – амшенцы и криптоармяне. Амшенцы или хемшины – это мусульмане-сунниты, имеющие армянское происхождение. Часть из них считает себя отдельным этносом, но молодежь все больше тяготеет к своим истокам. Их насчитывают от 200 тысяч до полумиллиона человек. Куда сложнее ситуация с криптоармянами. Это люди на публику, исповедующие ислам, но по факту христиане. То же самое касается их национальности. В официальных документах они записаны кем угодно, но не как армяне, опасаясь гонений на религиозной или этнической почве. Их численность оценивается до 5 миллионов человек. То, что значительную часть населения Малой Азии вплоть до 20 века составляли армяне, не вызывает сомнений ни у кого. Но вот как получилось, что в один момент они исчезли? Вот тут существует два мнения. Несколько десятков государств считают это геноцидом и официально осуждает, а два государства, собственно сама Турция и ее союзник Азербайджан, отказываются называть эти события этнической чисткой и считают это последствиями военных действий. Такой глубокой теме я хочу посвятить отдельное видео, а пока только покажу, как изменилась национальная составляющая этих земель. Считается, что были убиты или изгнаны более 1 миллиона человек, а общая их численность в начале 20 века составляла около 1/5 от всего населения турецкого государства. Как я уже упоминал в начале видео, в нынешней Армении живет лишь 1/5 часть от общей численности армян, но по всей планете их может насчитываться от 12 до 15 миллионов. Подавляющее большинство из них де-факто являются потомками изгнанных из своих земель в Малой Азии и оказывают необычайное влияние на политику государств, в которых живут. Так, армянское лобби в США считается одним из наиболее влиятельных. Им удалось поднять на повестку дня осуждение геноцида, а также склонить США на сторону Армении в конфликте с Азербайджаном в 1992 году. Такое же по силе воздействия армяне оказывают и в России, где они являются одним из наиболее многочисленных и влиятельных этносов. Спасибо за просмотр. Чтобы увидеть следующие выпуски, не забывайте подписываться на YouTube канал, а также в Instagram. Напишите в комментариях, что вы знаете об армянах и на какие темы хотели бы увидеть дальнейшие видео. И как обычно, мир вашему дому.